Всем привет, канал Польза.нет с Аней. Мы идем сейчас топить смартфон с IP69, самый удачный на Dimensity, который у меня был за 7 лет блогинга. Так, ну самая магия в том, что это IP69, IP68, которая заявлена, она не является гарантийной. То есть, хотя Vivo и рассказывает вам, что вы можете его ниже метра спокойненько опускать и снимать, не факт, что так может быть. Вот смотрите, сейчас почему-то из него вышло много воздуха, и это плохо. Я начал напрягаться. Ну, умирал у меня пока только Samsung ZTE Nubia Z60 Ultra и яблоко, но яблоко не умерло, а яблоко просто ушло в защиту. Вот так вы сможете снимать на этот смартфон под водой. Лучше этого не делать. Но учитывая стоимость доллара в эквиваленте, как бы круто. Так, с фокусом. Фокус есть. Все работает пока. Если погибнет, я вам сообщу об этом, разумеется, в личной телеге. Надеюсь, не погибнет. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, который за 7 лет, повторяюсь, канала впервые лучше всех вывез тесты в играх и съемку. Что это значит? Это у нас Vivo X100S. И вроде бы это клон iQOO 12, и вроде бы здесь Dimensity 9320+, который является пусть и самым мощным МТК, но это Dimensity. И ест он довольно прилично, но 3,5 часа он спокойно у меня снимал 4К 60 FPS видеосъемку со 100% заряда до 0% заряда. 60 FPS он не сбрасывал, в отличие от Huawei, которые вообще до 30 сбрасывают, еще и не хотят долго снимать, в отличие от многих других смартфонов, включая пиксели. То есть это максимально стабильная штука. Мы гоняли его в играх на канале Польза Стримы, и несмотря на то, что антутовские стресс-тесты и все подобное он просто завалил, в играх он вел себя нереально. Никаких сбросов FPS, никакой сброса яркости. Ну да, он подлагивал в Diablo, но все остальное без вопросов. Если брать LTPO экран, он здесь реальный LTPO, то есть он от 1 Гц до 120 Гц. Супер быстрая зарядка, IP69, пусть даже и без гарантии от производителя, но это IP69. И в целом устройство с прямыми гранями, самым, наверное, мощным процессором, одним из самых мощных, который я видел, 2 симками, почти всеми бендами, русским языком, гуглами и всем остальным, девайс как минимум интересный. Я сравню его по видеосъемке, к сожалению для него, с iPhone 15 Pro Max, на который я снимаю в основном ролики, то есть весь подсъем на него был снят вот на это дело. Еще я сравнивал его по видеосъемке с Pixel 8a недавно, можете посмотреть на канале. Если говорить про качество фото, оно хорошее. Если говорить по поводу видео, он очень много всего рисует. Но девайс интересный, вряд ли он будет у вас когда-то на руках. Но чтобы знать, что может делать Vivo, и это классно, и это берут в Азии, но, разумеется, не везут куда-то в другие места, я думаю, вам будет интересно. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X100S в хорошо оформленной коробке, на которой расположили название и краткие характеристики модели. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, краткое руководство, чехол, кабель с Type-C на Type-C, блок питания на 100 Вт с китайской вилкой и сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. Весит смарт без чехла 203 грамма, а габариты 164 на 75 на 8 мм без блоков камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок и оставить любой комментарий, осмысленный больше 5 слов, под любым из роликов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы не обязательно. Переходим к обзору. Приобрести X100S можно в черной, белой, титановой и зеленой расцветке. Внешний смартфон не особо отличается от остальных моделей линейки X100, и да, кому не нравится бля,
лямбы — это не сюда. Рамка выполнена из металла, а тыльная часть из стекла. Сборка по мне хорошая, материалы тактильно приятные, ко всему смартфон имеет водонепроницаемость класса IP69. Но опять же, в начале ролика вы видели, как я его топил, только производитель не дает гарантии на то, что у вас смартфон, если утонет, они его будут как-то заменять. Как говорится, читайте мелким шрифтом. А если говорить про сборку, она хотя и топовая, но, допустим, качель для регулировки громкости у меня чуть-чуть гуляет. Эргономика XTOS удобная, грани прямые, одной рукой пользоваться смартфоном можно. Но из-за габаритов не всем будет комфортно, все зависит от вашей ладони. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости и разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к великому сожалению. Я когда гонял его 3 часа 30 минут со 100% до нуля, получается, во время съемки в 4К 60 FPS. Кстати, FPS, в отличие от некоторых Huawei, он не сбрасывал. Все 3,5 часа он показывал 60 FPS. Файл был 88 гигабайт. Скидывался он нереально долго, больше 40 минут. Далее, микрофоны и динамики. Звучание стерео, но неполноценная. Полуторка, перекос по громкости есть, притом заметный. Удобно, что в настройках есть возможность персонализировать звук под свои предпочтения. Мини-джека нет, а вот ЭК-порт в наличии, за что отдельный плюс. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, силу вибрации настроить возможность есть. Bluetooth кодеков более чем достаточно, а Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей. К слову, по поводу LTPO, 1 Гц он спокойненько показывает, притом в простое. Никаких манипуляций делать с ним не надо. Частота обновления экрана, повторяюсь, от 1 до 120 Гц, соотношение сторон 20 к 9, соотношение экрана корпуса 93,43%. Небольшой подбородок, но есть. Коэффициент контрастности 8 миллионов к 1, цветовая гамма 100% DCI-P3 и поддержка технологии HDR10+. Плотность пикселей субфлагманская 452 ppi, рамки минимальные, вырез под фронтальную камеру по мне выглядит очень громоздко, но плюс от меня за прямой экран без всяких закруглений. По яркости заявлено 3000 нит в пике, по моим замерам на 100% яркости экран выдает 900 люксов, на пике 1600, притом периодами, но я бы на эти цифры не ориентировался, потому что на солнце, к сожалению, экран начинает становиться темным довольно быстро, и яркости вам может не хватать. Притом даже с последними обновлениями это не допилили, хотя в играх яркость не сбрасывает, но это вообще какая-то странная история. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно, помимо датчика внешнего освещения также есть датчик цветовой температуры. Тест на частоту дискретизации касания показал хороший результат, экран на 10 касаний, кстати, одновременно откликается без проблем. Частота регулировки шима 2160 Гц, показатели шима выше 60% не поднимаются, как не смешно это звучит. Шим не волшебный, все видите сами на экране. Повторяюсь, что приходите на польза-стримы, на прожарку, в это время я еще и комментирую по поводу шима. Always on Display в наличии, разумеется, полноценный. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, завести несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя, что стандартно для Vivo. Распознавание лиц срабатывает хорошо даже при прямом распознавании и под углом. Завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. К слову, отпечаток пальца работает 9 раз из 10, нужно привыкать, расположен он низко и с определенными тормозами, нужно ждать. Не супер быстрый. В Vivo XTOS установлен процессор MediaTek Dimensity 9320+, с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. И обычно я в этом моменте говорю, какой ужас, но сейчас я говорю, что нет. Докалибровали его. Хорошо, что он ко мне добрался после всех обновлений. Максимальная частота у него 3,4 ГГц, графический процессор Mali 720 Immortals MP12, а также установлен чип Vivo V2. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Операционная система Origin OS на базе Android 14 версии, русский язык на борту, перевод неплохой, но не полноценный. Шрифт можно менять в настройках, китайские приложения удаляются и оповещение об уведомлениях в принципе настраивается. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7, 5G сетей с технологией Dual 5G, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту, кроме 20-го. Поддержки eSIM, как у всех китайских смартов, нет. Если у вас в руках появится глобалка, вполне возможно, это дело там будет. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения меня лично никак не подводил. Запись собеседника без уведомления о начале записи в наличии. На то это и китайский смарт. NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay и без проблем все оплачивать. Емкость аккумулятора здесь 5100 мАч. PC-марк он у меня отказался проходить, что он выбил в Work Performance, а остальном вы видите сами, но хочу отметить, что его хватило на
на 3,5 часа непрерывной съемки в 4К 60 FPS без сброса FPS. И это прям очень круто по автономности. Плюс, если брать автономность, он в PUBG у нас поедал 21% в час и держал 900 люксов. 20 минут мы играли легко, потом сразу зашли в Diablo, и там он тоже не слетал. И еще и в Genshin Impact, и там он тоже не слетал. И все при 60 FPS, и все имело яркость минимум 600 люксов. То есть фактически смарт час был прогнан в играх, яркость не сбрасывал, и подтормаживал он по ощущениям только в Diablo. За час просмотра видеороликов на YouTube в среднем уходит 6% заряда. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 27 минут, от 0 до 40% за 10, за 21 минуту на 75%. Беспроводной зарядки и реверсивной зарядки нет. Как он проходил тротлинг-тесты, вы видите на экране, что он творил в Geekbench 6, в 3D Mark и всем остальном то же самое, так же как и в Antutu. Как он плохо проходил стресс-тест в Antutu, вы тоже видите на экране, но по факту это первый раз, когда я вам скажу, что синтетика вообще не показывает реальную работу смартфона. Смартфон может и снимать непрерывно, без проблем, очень долго, как вы понимаете, 3,5 часа, это много, без сброса FPS. Huawei вообще сбрасывали до 30 FPS. И не только Huawei, кто только там не сбрасывал. Помимо этого, играть можно без сброса яркости и без сброса FPS. Все настраивается, и во всяком случае под игровой процесс и под видеосъемку процессор допилили полностью. Они сделали, я думаю, максимум. По поводу камер. Над камерами Vivo работала совместно с Zeiss, что уже привычно. Блок камер покрыт стеклом Zeiss T. Основной сенсор Sony IMX920 на 50 мегапикселей с апертурой 1.57, лазерной автофокусировкой, оптической стабилизацией, технологией SIPA 4.5 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик Samsung S5KGN1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, цифровой стабилизацией, углом обзора 119 градусов. И телефотосенсор с перископом OmniVision OV64B на 50 мегапикселей с апертурой 2.6 и оптостабом. Фронтальный сенсор Samsung S5KGD2 на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Я уже сравнивал данную модель со смартфоном от Google, а именно с Pixel 8a. Можете посмотреть сравнение в обзоре. Здесь X100S показал себя не с лучшей стороны, во всяком случае по видеосъемке. В этом обзоре я сравнивал его специально с iPhone. Сравнение, как и примеры видео и фотосъемки, вы сейчас увидите. Исходники по фото скачивайте в моей личной телеге и сами оценивайте. 4К 60 FPS. Не ожидали iPhone 15 Pro Max сравнивать, да, с Vivo? А я сравниваю. 4К 60 FPS, New Balance здесь появился. Не видел до этого. Подсел. Конверсы. Puma. И вообще ТЦ. Легче снимать. Если решите использовать их для подсъема шевелипа. Подозрительные цены. Фронталка 4К 60 FPS. И вот так вы можете снимать себя на iPhone 15 Pro Max и на Vivo X100S. На фронталку сидя. Посмотрите, как много шумов у яблока. У Vivo тоже они есть, но у яблока прям конкретное количество. Много. И да, у яблока всегда ужасные микрофоны. Мне кажется, потому что я их постоянно топлю. Это мой основной смартфон уже 10 месяцев. Или 9. Война ультрашириков в лифте. iPhone 15 Pro Max против Vivo X100S. Ну, по ультраширику однозначно яблоко рулит. А вот фронталка в лифте, наверное, все-таки лучше у Vivo. Может, у яблока. И два основных модуля, еще раз 4К 60 FPS. Знаете, о чем я подумал по поводу сравнений? Вообще, почему я не люблю эти сравнения, делаю их крайне редко. Допустим, Poco X6 Pro, хотя это разные ценовые диапазоны, и Poco F6 я сравнивал. Почему? Потому что ты, получается, зрителю даешь выбирать из этих двух устройств. По факту смартфонов просто море. Единственное, для чего вот сравнение видео, это для того, чтобы вы видели, что вот эталон для меня, потому что я на него снимаю, и новые смартфоны с Китая, Vivo. Вот так они в сравнении снимают. Притом я не хочу сказать, что Vivo снимает хуже, чем яблоко.
Но когда ты начинаешь что-то делать из разряда подсъема тех же объектов, для тебя катастрофически важно, чтобы эти объекты были того цвета, какие они должны быть, с теми же геометрическими формами, с, не знаю, тенью, которая реально есть, а не которую рисуют. И в этом смысле пиксели и яблоки лично для меня являются максимально приближенными к камерам, профессиональным устройствами. Вот. Так что смартфонов просто море. Если вам дают на выбор, допустим, Vivo и еще какого-нибудь китайца или еще кого-то, море их, море. А Vivo еще абсолютно непопулярный бренд. Вообще вся корпорация BBK, кроме раскрученного Realme, она висит на Авито капитально. Уж поверьте мне, как человек, который вот покупает эти смартфоны и потом продает. Как бы я не любил IQ, такая же история. Как бы мне не нравилось обозревать Asus с их рок-фонами, такая же история. Как бы я не любил вам рассказывать про то, что покупаешь Sony и потом продаешь его за 50% фанатам Sony, которые, конечно, фанаты, но готовы его покупать только с 50% скидкой. И вот та же история про Vivo. Он вроде ушатывает сейчас, на 100% тоже яблоко. Но ты начинаешь на него снимать, и вот рубашку он выбелил. Выбелил прям капитально. Vivo. А яблоко что-то там пытается, но картинка ужасная. Во всяком случае, я ее ужасно вижу. Вы ее можете видеть и другую, кстати. Не знаю, какой уже день подряд, сам себя осуждаю, но это 5:20, рассвет, и вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Ночью почему-то Vivo фризит, хотя он заряжен на 100%, и это очень странно. А яблоко очень плохо работает с освещением. Почему-то кто-то у меня включил... яблоко включило подсветку, прикиньте. Ну, в всяком случае, это обоим смартфонам помогает. Притом, напоминаю, iPhone может переходить на основу и на ультраширик. Vivo только вот так, X3 и все. Хотя у них все равно лучше, у Vivo, картинка. Теперь немного в 4К 30 FPS, и вам это будет интересно по многим причинам. Первое, это посмотрите, как Vivo великолепно, просто великолепно, не то что перекручивает цвета, а вот все, что я вижу, оно даже близко не такого, не с таким освещением, как у Vivo. У Vivo как день, сейчас просто ночь, вот как на яблоке. Опять же, может, кому-то будет круто, что он вытягивает столько всего, но это точно не отражает то, что видит человеческий глаз. Ну и хорошо, кому-то будет интересно. Это ультраширики. Давайте два TDK. Так, X5 и X3, допустим. Точнее, X5 и X5. Вот попробуем просто. Но на яблоке это телескопчик. И он ему не помогает вообще никак. Ночью, вообще и то, и другое ночью бесполезно все-таки. Видите, как меняется цвет у яблока. Ну, тоже значительно. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Как говорится, я никогда таких красивых облаков и такой воды красивой не видел, как на этом прекрасном Vivo. Вот за что я люблю и ненавижу Vivo одновременно, так это за то, что Vivo красит все. И да, в тысячный раз микрофон у айфона просто отвратный, но мы сейчас не iPhone обозреваем, и микро обычно на айфоне используется для... Ну, не будем. Для чего оно используется и как. Но обычно с внешними микрофонами, которые все сюда подходят. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Vivo даже, ну вот облака даже близко не такие, как вы видите. Шаляви. И оба смартфона вот сейчас сбросили яркость экрана, мне ее хватает, но при ярком солнце, скорее всего, не хватит. То же самое касается фронталки. Вот смотрите, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, соответственно. И вот так вы сможете снимать себя, если будете двигаться по побережью чего-нибудь там, по камушкам. По поводу динамического диапазона у фронталки, ну вы все сами видите, кто есть кто. Но, как говорится, для многих важнее лицо, а то, что лицо должно перемещаться в пространстве, и вы, по идее, пространство тоже с собой рядом снимаете.
Для Vivo это не особо важно, правда? Хотя сейчас, видите... А нет, такая же история. Такая же история. Просто сравнение фотографий. Специально выбрал что-то супер неудачное и у Vivo, и у Яблока. Вот смотрите, две фотографии. Фронталка, ночь. Vivo делает блямбу, да, но подсвечивает. Вроде бы вам кажется, что это хорошая фотография, но по факту вот, была ночь. не вот так, не рисованный день. Да, у Яблока все плохо, но если вы будете использовать, допустим, Photoshop или последующую какую-то обработку, здесь информации все равно больше, как не смешно это звучит. Но больше только из разряда лица. Вот если что-то брать позади, пейзаж, то здесь больше можно вытянуть у, соответственно, Vivo. Так что в каком-то смысле вкусовщина. Еще одна фотография ночная. Ночная фотография на Яблоко поплыла. Посмотрите, вот поплыл кадр. И ночная фотография на Vivo. Было вот так темно, даже чуть-чуть темнее, чем на Яблоко. Но Vivo вытянула все и нарисовала еще всего чего. Ну и хорошо. То есть вот эта фотография по мне более интересна, потребна, и если вы сами присутствуете и фотографируете, то вы сможете из нее сделать то, что вам надо. Фото в лифте, Яблоко против Vivo. Что мы видим? Мы видим, что несмотря на то, что украшалки все отключены, Vivo меня украсила. Яблоко это делать не стало. Если брать рубашку, то структура лучше видна у Яблока. И, в принципе, по цветам Яблоко значительно ближе. Но здесь, опять же, вкусовщина. И с точки зрения фотографии, повторяюсь, что любой смартфон дороже $300 при правильных руках может показывать вам результаты прямо вау. Это вот из разряда досталось, сфотографировал. Здесь проиграло Яблоко, здесь, я считаю, Яблоко выиграло, и здесь в каком-то смысле паритет, но для меня Яблоко опять же выиграло. Vivo выиграла вот только здесь, в этом сценарии. Фотографий много, исходники качаем, сами делаем выводы, потому что все это вкусовщина, так же, как и видео. 4К 60 FPS, 6 часов утра, и за что я люблю Vivo. Даже в таком виде и состоянии он тебя будет снимать, как будто ты норм. Я считаю, что улучшалки у него не отрубаются, он все равно тебя делает лучше. Не могут они не делать лучше, хотя, возможно, и не прав. Вот так вы сможете себя снимать в лифте на основной модуле 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, фудблогинг. Вот так сможете снимать. Вот такая вот задумка. Окей, Копенкрафт. И фудблогинг. И вот так пиццу привозят. Да, но стоимость такой штуки, наверное, вообще не копеечная. Ее еще, кстати, можно на пультом двигать. И все это дело сопровождается звуком. X3, X5. Да, ешь. Так что вы знаете, что можно подобное посетить. Основной модуль, и хотел поделиться впечатлением по поводу покупки вивовских продуктов. Несмотря на то, что они очень распиарены, вот здесь X3, а люди, которые обычно их приобретают, они в России очень хотят нереальные низкие ценники. Если вы вдруг купите, допустим, ту же Ультра, когда я покупал ее за 104, я еле продал ее за 77. То есть вы ощущаете, 25 тысяч я потерял на продаже. И когда я ругаю те же Huawei, ну, на Ультре, получается, на вивовской я потерял больше даже, чем на Pure 70 Ultra. Вот такая магия из-за рекламы. То есть, когда ты покупаешь вивовский смартфон топовый, и, кстати, то же самое касается Asus 11 Ultra, который я покупал за 76, в итоге он ушел у меня за 55. То же самое касается оповских смартфонов. Новые, да, кто-то успевает там из перекупов продать самым фанатам, но это опять же горячие вещи, а потом это все дело, какое бы оно ни было эпично, оно висит на Авито. И повторяюсь, что даже распиаренные третьи эшелоны иногда продать проще, чем продать очуменный классный смарт,
но на рынке, который его не знает. Vivo же не завозит топовые девайсы в Россию, не завозит, то есть их никто не знает, не знает. Как вы их можете продать? Только людям, которые смотрят обзоры. И все. И не факт, что они у вас его намеренно будут приобретать за те деньги или хотя бы там за 70% того, что вы отдали за него. Так, считайте, это клиника, это 4К 60 FPS, но я первый раз вижу 4 улиток огромных. И довольно интересно, как при недостаточном освещении сможет снимать смартфон. Тем более у нас он есть. Ну-ка, телевик. Четыре огромные улитки. Огромные просто. Кто-то вас съест сегодня, мне так кажется. Но не я. Vivo X100S. 4К 60 FPS с усилением голоса, основной модуль. Телевик X3, X2 эквивалент, X1. Вот так будет выглядеть еда. Как говорится, пока в Питере не посмотрел цены, показалось дорого. А так умножаем на 2,6 и понимаем, что для пиццы, которая в печи прямо перед тебе делается, не так все дорого. Но это самое главное, 4К 60 FPS. Видите, даже ушатанная бумага видна. Легко. И на 13 дюймов 449, это по 1000 рублей. Вот так сможете снимать в кафешке а-ля пиццерии. И немного фронталки, 4К 60 FPS, съемка с одной руки. На основной модуль, к сожалению, не перейти, только в 4К 30, по-моему. Фронталка 4К 30 FPS, и в этом сможете делать как в Samsung, перейти на основной модуль, уйти на ультраширик, на X3 и максимум X10. Снимает очень круто. Но во всяком случае на самом смартфоне кажется, что очень круто. И давайте будем откровенны, что понятно, что все смартфоны неплохо снимают, но мы берем в первую очередь детали. И по деталям Vivo, конечно, даже что объекты, что какие-нибудь неоновые вывески, что переходы на X3, допустим, или плавные переходы, он отрабатывает за свои деньги очень хорошо. Хотя по поводу фото уж крутит он конкретно. 4К 60 FPS. Еду, которую я снимаю, бесит моего сына, что я ее снимаю, потому что он хочет ее есть, а не чтобы я ее снимал. Но он терпит. Бери. И вот так вы, допустим, решите стать фудблогингом, либо решите свой влог вести. Вы сможете вот одним кадром снимать что-то. И Vivo делает это по мне классно. Я не вынимаю, не останавливая съемку, фактически делаю отличные кадры по мне. Может быть, я и не прав, но можете меня поправить. Притом с ужасным освещением. Лампа работает только одна из вот этих трех. И то свет максимально тусклый. Надеюсь, все поели пепперони 13-дюймовая. 4 человек можно накормить. Вот так она выглядит только из печи. И гавайская. 4К 60 FPS, разумеется. И для интереса, вот 1080p 60 FPS на фронталку. Вот 4К 30 FPS на фронталку. И вот 1080p 60 FPS на фронталку, и, скорее всего, вы увидели разницу, я так думаю. Минусы: нет 20-го бенда, звучание могло бы быть более качественным, расположение LED-вспышки с тыльной части не радует, плохое относительно качество видеосъемки на фронталку и на основной сенсор, хотя, как говорится, все познается в сравнении. Когда я другие смартфоны сравниваю не с айфоном, там все плюс-минус, кто-то, по мнению кого-то, выигрывает больше. Когда я начинаю сравнивать с яблоком, все встает на свои места. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Смотрите, Vivo — это смартфоны, которые невыгодно покупать. Почему?
Потому что тот же X100 Ultra, который я приобрел за 102 тысячи, я еле продал за 77. Возможно, вы смогли бы продать за 75, за 80, еще за какие-то деньги, но это падение практически моментально было. Та же самая история вот с этим смартфоном. Я его умудрился купить за 46, то есть я продам его где-то в те же деньги, скорее всего, чуть-чуть дешевле. И если не брать в расчеты вот эти вот все падения, то, что все фанаты Vivo, они покупают Vivo у таких, как я, за копейки, а по факту новенький смартфон Vivo мало кто заказывает, либо в Китае с какими-нибудь плюшками, лютым дискаунтом, то на него можно смотреть. И опять же, за какие деньги можно смотреть? Учитывая, что видеосъемку у него звезд с неба не хватает, и здесь все равно Dimensity, все равно проблема по поводу яркости экрана. Лично для меня, если вы выходите на улицу и у вас супер яркое солнце и жарко, он все-таки сбрасывает яркость. Возникает вопрос, какие у него альтернативы? То есть, с одной стороны, я могу сказать, здесь не хватает всего-то 20-го бенда, связь он ловит хорошо, датчик приближения отличный. Если говорить про его функционал, мы его прогоняли везде, он прямо вау, цвет, блеск, бомба, пушка, гонка, то есть же еще OnePlus 12R, допустим, есть у Poco F6, есть у Oppo Find X7, и вариантов, в которых вы можете выбрать себе смартфон по душе, просто море. Если брать iQOO 12 или что-то постарше, то я вам могу сказать просто. Можно сравнивать любые китайские модели с китайскими моделями, но нужно четко помнить, что за полгода любая железка из Китая, которая не является супер хайповой, теряет в цене намного больше и быстрее, чем железка сегодня. То есть сегодня он новинка, через полгода выйдет уже 110 XS или еще что-нибудь как-нибудь от Vivo. То же самое касается iQOO-шек, допустим, iQOO 12, вам повезло, если вы его купили, ходите с ним, но сейчас выйдет 13 и скорее всего она будет в ту же стоимость. То есть логично, что остатки скидывают в сравнении с чем? С этим делом. Есть ли смысл? Так как я провел все тесты в онлайне, и он показал себя лучше всех смартфонов, которые я вообще тестировал, это прям круто для игр сегодня. По чуть-чуть, если играть. Если говорить про зрение, шим здесь очень большой. И кто бы что ни говорил, это опасно. Если говорить про видео, я уже сказал, что яблоко он по полной программе сливает. С другой стороны, Pixel 8a, который также на Яме можно было купить за 34 тысячи. Для кого этот смартфон? Наверное, для блогеров, чтобы вам рассказывать, потому что, учитывая популярность бренда в России, брать его довольно сомнительная штука. Учитывая, как Vivo красят, начиная с 80-й линейки видео и фото, они всегда делают хорошо и красиво, вам нравится, но если вы разбираетесь, то редко вы будете выбирать это дело, потому что очень-очень далеки цвета, контрасты, все остальное от того, что вижу я, к сожалению. Для вас может быть совсем другая история. Повторяюсь, если вы сможете найти его выгодно, где-то в районе 45, я однозначно его могу рекомендовать. По тем ценникам, когда он в middle сейлах стоит 50 с лишним, это, конечно, выброшенные деньги, потому что в эти деньги можно приобрести очень много других интересных устройств. Фото — это чистой воды вкусовщина. Скачивайте мои исходники, чужие исходники, сравнивайте в одинаковых локациях, допустим, у меня, и делайте выводы. Обзора одним кадром, скорее всего, на него будет. Я с ним похожу, поснимаю в 4К 60 FPS. Запаса у этого смартфона более чем достаточно. 2 миллиона баллов в Antutu говорит о том, что его могут допиливать до упора. Обновление на него уже приходило только мне, штуки 4, по-моему. И то, что они его допиливают, это хорошо. В целом, большая дырка под фронталку, нет 20-го бенда. Вероятнее всего перепродать будет практически нереально, потому что X100S от Vivo, да что это такое? Кто его знает? Но если вы решитесь брать себе, и вам нужен средний бюджет с очень крутыми характеристиками, нереальным железом, защитой от влаги и металлической рамкой, ну топ. Можете со мной не согласиться, пишите в комментариях, интересен ли вам этот смартфон, покупать ли подобное от Vivo для того, чтобы вам рассказывать. Девайсу от меня за ту стоимость, за которую я приобрел, однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, скачивайте исходники фото обязательно. Добра и удачи вам, дорогие друзья!